Всем привет, с вами канал StableDiff. Небольшое дополнение по поводу PID апскейлера, который в прошлом видео выходил. Выяснились некоторые моменты, которые влияют на качество этого апскейла. На всякий случай вот такой вот ролик, вот с таким вот баннером он выходил. А вот про него у нас сейчас идет речь. У некоторых нехороший был апскейл, жаловались, что плохой результат получается. И вот вчера на стриме выяснилось, по какой причине этот результат плохой. Я вам рассказывал то, что вот эта вот модель позволяет вам выбрать исходное изображение по большей стороне 1024, но это не так. На самом деле изображение должно быть строго 1024 на 1024. Только при вот таком раскладе у вас получается максимально качественный результат. Чем больше отклонения хоть по одной будет стороне от 1024 у вас, тем больше будет двоение изображения. И речь уже будет не о деталях, а о потере детализации из-за двоения изображения. Давайте приведем небольшой пример. Вот такое входное изображение, оно исходно 1024 на 1024, а не обязательно, да, то есть это квадрат, 1 к 1, вот так вот. А здесь у нас, понятно, стоит апскейлер, он по-любому это все приведет 1024, и по факту у нас будет размер изображения 1024. Если мы сейчас нажмем Generate, вот на старой схеме, то у нас получается вот такое нормальное изображение, хорошие, мощные детали, очень быстрый апскейл, там 7,4 секунды, все очень круто, все отлично. Но если мы возьмем, например, вот такое вот изображение, входное изображение уже не квадратное, не 1 к 1, в этом случае мы нажимаем опять же Run и смотрим на результат, который у нас получится. Так, генерация готова, 5 секунд, смотрим на результат. Вот такой вот уже результат, да. Ну, какие детали есть, но видно, что начинает это изображение двоиться. Сейчас, может быть, вам не очень, да, заметно. Давайте еще немножко шире изображение закину. Здесь это более явно будет видно. По ширине это изображение в 2 раза практически больше, чем по высоте. И на выходе у нас будет получаться вообще мощное двоение. Давайте посмотрим. А вот такое вот, видите, как оно все двоится. Если это будет текст, то там вообще он будет просто нечитабельный. И кажется, что это апскейлер, ну, непонятно, как работает, что какие-то результаты он странные выдает. Но на самом деле я поправил схему, и результаты теперь будут всегда стабильно хорошие. Давайте посмотрим на те же самые изображения. Давайте возьмем вот это изображение, широкоформатное, да, нажимаем Run. И теперь какие у нас результаты будут. Модели загрузились, все готово, смотрим. Смотрите, вот такой вот апскейл, да, видите, ничего уже не двоится, все в порядке, все отлично. Детали мы получили, скорость апскейла, опять же, большая, ну, точнее, быстрая, 7,4 секунды. Каким образом это можно реализовать? Смотрите, есть вот такой вот узел, KJS, например, да, можно разные узлы использовать. Этот узел наращивает изображение таким образом, чтобы оно получилось квадратная, 1024 на 1024, то есть по любой стороне. Если вам не хватает где-то каких-то размеров, то это просто наращивается таким серым фоном. Далее мы используем вот такой вот ресайзер и выходную маску, здесь задача именно выходную маску привести 4096. Почему именно так? Потому что у нас выходное разрешение получится именно 4096 по обоим сторонам. Итак, мы получили вот этот вот размер, у нас есть окончательная маска. И здесь в конце мы используем вот такой вот узел от Layer Utility, Crop by Mask, который называется. Короче, мы кропим по маске. Мы эту маску подготовили здесь, и по этой же маске обратно откропим это изображение, чтобы оно было не такое вот с серыми полосками сверху, да, и снизу, а чтобы оно было именно такое же, как было исходное изображение, вот в таких же пропорциях. Вот и все. В принципе, 3 узла, есть больше ничего нету. Также я немножко обновил свои узлы. Вот здесь Save Image. Вы можете их обновить через мой репозиторий. Да, вот здесь либо зайти в Manager, Custom Notes, вот здесь Orgs. Найти мои узлы, нажать Try Update. Вот, обновить их. И у вас появится вот такая вот опция в узле Save Image. Activate, да. Вот сейчас Deactivate, то есть не активировано сохранение. Соответственно, я не буду каждый раз сохранять это изображение там и забивать себе диск, да. Когда мне нужно будет, я нажимаю просто On, и это изображение будет уже сохранено. Все настройки, как здесь мы настроили. Все очень удобно. Выключили, включили. Вы сейчас можете сказать, зачем это нужно, ведь есть специальный свитчер, да, поставили свитчер вот какой-нибудь, и все он прекрасно также вырубает. Зачем городить это огород? Дело в том, что любой свитчер, который вы здесь ставите, да, вы потом эту группу ведь будете использовать как апскейл, да, вы будете вот так вот наверняка
оборачивать в какую-нибудь там группу, вставлять куда-нибудь, и потом вы ее будете вырубать вот так вот. Раз вырубили и включили, ваш свитчер будет отключаться просто. У вас он будет игнорироваться. По-любому вот этот узел будет всегда разбайпасенный, да, то есть байпас с него будет снят. Вот, и это просто работать не будет, это будет неудобно, а это будет работать всегда, независимо от того, делали вы байпас или не делали. На этом, друзья, надеюсь, я поправил эту схему, и она вам, надеюсь, все-таки понравится, потому что схема реально очень классная, отличный апскейлер, очень быстрый и не очень требовательный. Вот, все, всем удачной генерации, хорошего настроения, увидимся в следующих роликах. Да, не забудьте лайк поставить. Всем пока.